Здравствуйте, меня зовут Вера Корнилова. Я нахожусь в Москве в своем магазине «Мама мыла». У нас есть формочки, которые на первый взгляд очень сложны в заливке. Например, вот эта шапочка. Как сделать так, чтобы помпончик был одного цвета, а шапочка другого? То же самое касается, например, этого снеговичка, шапочка, помпончик и валеночки. И, конечно же, эта техника поможет при заливке, например, морковки с луком. Как же сделать это легко и просто? Именно это я сегодня и планирую показать. Пройдемте в аудиторию. Именно там мы проводим наши бесплатные мастер-классы 3 раза в неделю. Итак, сделаем нашу шапочку с помпончиком. Что же нам поможет в заливке? А поможет нам гениальное изобретение человечества. Не знаю, как мы без него жили. Это скотч. Мы обычный скотч, небольшой кусочек, приклеиваем к изнанке нашей формы так, чтобы у нас там, где помпончик, получился небольшой кармашек. То есть, вот здесь у нас уже идет скотч. И он приклеен достаточно хорошо, чтобы не было пустот, чтобы наша основа не вытекла. Поэтому прижимаем. Лишнее, конечно же, отрезается. Не забудьте загнуть кончик, чтобы потом не искать его долгими вечерами. Итак, ну а теперь наша задача становится очень простой. Нужно нагреть белую основу и залить. Давайте сделаем это. Я сразу же нарежу основы столько, сколько мне понадобится для всей шапочки. Так. Греем. Отправляем в микроволновку на пару минут. Так, посмотрим. Да, основа нагрелась, там внутри плавают еще кусочки, но это совершенно не страшно. Помпончик у меня будет беленький, поэтому я не буду окрашивать. Окрашу я все остальное. И заливаем. Вот так вот, очень просто. Если у вас детали тонкие, вы можете использовать пипетку, но здесь помпончик достаточно большой. Дальше нужно установить так, чтобы эта вся конструкция не упала. Мне поможет флакон со спиртом. Все. Подождем 5 минут, чтобы все схватилось. Помпончик уже немного застыл, покрылся пленочкой во всяком случае, поэтому можно приступать к основному цвету. Шапочку я планирую сделать розовой. Поэтому беру белую основу и с добавлением красного красителя она будет такой ярко насыщенно розовой. И ароматизирую. Запах будет клубника со сливками. Возвращаем формочку в естественное положение. Чтобы она была устойчивой, удобно взять какой-то контейнер. Вот, отлично поместилась. Дальше. Царапать я не буду. Почему? Потому что у меня там все тепленькое еще, и поэтому совершенно не обязательно. У меня и так все прекрасно сцепится. Сбрызгиваю спиртом. Скотч я оторву в последний момент. Помещаем в контейнер и заливаем. Итоговый пшик. И осталось подождать, когда у нас все застынет. Наше мыло полностью остыло. Снимаем скотч, он нам уже не нужен. Как всегда, проминаем бока и пропускаем воздух внутрь формы. Аккуратненько нажимаем. Вот. Вот что имелось в виду. Розовая шапочка с белым помпончиком.
Чтобы скачать шпаргалку к этому мастер-классу, кликните на вот эту шапочку, тоже с помпончиком. Когда вы скачаете все шпаргалки к нашему сериалу, у вас получится целая книжка. До свидания.